Однажды жители небольшого села заметили, что слониха рядом с их поселением копает яму. Сначала они не обратили особого внимания на это, ведь для слонов это нормально. Но когда животное копало уже около 10 часов без перерыва и сна, а ее стадо уже ушло далеко, люди стали понимать, что что-то здесь не так. Слонам из-за своих габаритов требуется в день 150 килограмм еды, потому почти весь день они проводят в поисках воды и пищи. Поскольку у них довольно толстая шкура, благодаря которой в складках удерживается большой запас воды, то обезвоживанием они не страдают, зато питаться им нужно несколько раз в день. Еще слоны нуждаются в регулярном принятии полевых и грязевых ванн, так они защищают себя от солнечных ожогов. Однако эта слониха забыла обо всем, она была сосредоточена на чем-то другом. Тогда жители решили отвлечь слониху от копания и нагрузили тележку разной едой, которую любят эти животные. Но она не обратила никакого внимания на вкусности, хотя было видно, что у нее остались последние силы, но все продолжала копать. Людям ничего больше не оставалось делать, как ждать. У слонихи становилось все меньше и меньше сил, и она упала, но сразу же встала, словно боксер, готовый на все ради победы. Тогда она заметила еду и пошла в ее сторону. В этот момент люди смогли подойти к яме. Там они увидели слоненка, который упал в канаву. Слониха все это время пыталась достать свое дитя, но только делала хуже, закидывая хоботом грязь в эту яму. Жители села понимали, что у них совсем мало времени и все нужно делать очень тихо, чтобы слониха не заметила их действий. Тем более, нельзя было прикасаться к слоненку, в противном случае мать это учует и разгонит всех. Люди решили, что для помощи матери необходимо убрать песок на краю ямы, который она накидала внутрь, когда копала хоботом. В противном случае не выйдет спасти слоненка. Так что сейчас все зависело от людей. Когда жители убрали весь мешающий песок, они отвезли тележку с едой от слонихи, чтобы она вернулась к своему детенышу, ведь он еще находился в смертельной опасности. Люди ждали, затаив дыхание, чем же все закончится. Сможет ли мать спасти свое дитя? Спустя 11 часов слониха смогла обвить хоботом своего слоненка, который был измучен, напуганный весь в грязи. Она сделала несколько рывков, и слоненок был уже на поверхности. Жители были рады, что все получилось. А слониха наконец смогла расслабиться, ведь ее детеныш теперь был вне опасности. Немного позже люди наблюдали трогательную сцену, как слониха и ее малыш переплели свои хоботы и уходили из села. Эта история надолго запомнится всем жителям деревни Читра и, конечно, маме слонихи и ее малышу. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.